Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Б-ушечка Tudor Black Bay из линейки Heritage. Ну, пожалуй, наверное, самая известная и популярная линейка от Tudor с референсом 79230B. И открываем, смотрим, и в таком вот классическом, симпатичном, на мой взгляд, строгом сочетании синий такой с приятным сине-серым немножечко оттенком и черным циферблатом. Ну и что по комплекту? Гарантия, буклетик. Все. Кстати, буквально на 50 секунд хочу отвлечься от часов. И многие часто, вот, например, говорят по поводу ароматов, да, где купить, где приобрести, где классный выбор. Я вот, честно говоря, скажу, что в последние, наверное, 5-7 лет я пользуюсь aromaboutique.ru. Отличный интернет-магазин, там есть мои любимые бренды, о них чуть попозже в конце вам скажу. Но есть тестеры, есть мини-версии, чтобы познакомиться с ароматом, с новой фирмой, да, посмотреть, как он носится именно конкретно на себе. Да. Здесь доставка удобная, возврат удобный, есть накопительная система бонусов. Ну и мои любимые бренды Clive Christian, Atkinsons, и также время от времени хочется вернуться к старому доброму Фаренгейту. Так что советую, ссылка в описании. Итак, значит, сразу скажу, что эти часы были в использовании примерно около года, то есть они носятся, на них есть определенные следы носки. Это интересно, как раз посмотрим, как вот они себя ведут на протяжении года носки. Дальше я эти часы вскрою, здесь глухая задняя крышка, посмотрим на мануфактурник от Tudor, и мы также замерим точность на этих часах. Как вы знаете, я никогда не замеряю точность на новых часах, просто потому что они еще не приработанные и могут сильно отличаться от паспортной точности, мало ли что там, да, какой-то вот случайный механизм. А когда у нас уже механизм в работе, к тому же здесь, как вы знаете, внутри стоит Коск, да, то есть здесь Tudor, калибр MT5602, запас хода 70 часов, 28 800 полуколебаний в час, 25 камней, хронометр. Вот как раз год он проработал, и интересно будет замерить точность. На мой взгляд, это будет классно посмотреть. Ну, здесь все по классике, здесь все по красоте Tudor. Это стрелки Snowflake, которые кто-то либо любит, либо ненавидит, но они узнаваемые, поэтому они любимые поклонниками Tudor и той же самой истории, да, потому что это все-таки историческая их линейка. Сапфир купольный, высокий, где-то на миллиметрик, возвышается над корпусом. Алюминиевая вставка на безеле. Это кого-то бесит, кто-то говорит, что это историческая тема. Но нужно всегда понимать, что безель все-таки алюминиевый набирает некоторые царапки, даже если вы аккуратно носите часы. Яркий люм здесь тоже покажу, посмотрим. Ну и классический от Tudor браслет с имитацией заклепок, да, как это было в 60-х годах. Ну и давайте начнем, наверное, с размеров. По безелю у нас тут получается 41. Корпус, насколько я понимаю, чуть-чуть поменьше будет. Да нет, тоже 41. Высота с учетом купольного стекла 14,4. По браслету 21. Да? Так. Ну-ка лучше вот здесь я замерю. Между ушей 22. Да, 22. Ну и от ушка до ушка, что у нас получается? 49,3. Характерный профиль, такой массивный, крупный корпус, да, ушки остаются толстыми практически до самого конца. За счет этого добавляется массивности корпусу, в отличие от того же Oyster, да, от Rolex. Ушки достаточно длинные, они сгибаются вниз прямо очень хорошо, то есть, ну, относительно короткие, сейчас покажу, как на моем запястье. При этом они узкие в верхней части. И в этом есть шик, когда вы носите эти часы на ремешке, потому что на браслете это все не так бросается в глаза, потому что браслет, ну, он как бы в корпус у нас входит и создает единое целое, а ушки тонкие. Вот такие элегантные тонкие ушки, конечно, интереснее носить на ремешке. Мне кажется, эта модель, она такая под винтаж, она вот просится не на браслете, который, в принципе-то, хорош, а именно на ремешке. Здесь такая вот особенность. Немножко как будто бы ушки выше, чем крайнее звено, крайняя часть звеньев.
Кому-то это нравится, кого-то это может раздражать, но вот такая особенность есть. И знаете, еще, наверное, интересная тоже особенность в кавычках, это достаточно грубое сатинирование по верхней части ушек, примерно такое же, как у Rolex Submariner. Наследие, да, наследие. Четкий, уверенный безель, не с самым удобным хватом, потому что схватиться особо негде, но зато он гладкий, то есть нигде ничего не будет задевать, никакую одежду. Да, он, кстати, вплотную к корпусу нигде не выступает. Но браться неудобно. Заводная головка с классической у нас тут розочкой, да, Tudor, и проставочное кольцо алюминиевое, насколько я понимаю, тоже синее в цвет безеля. Браслет здесь сложный, да, то есть получается звено состоит из 3 частей, и вот еще крайняя часть, она вот тоже отдельная, она крепится на такой вот имитации заклепок, да, винтажных. И последние звенья на винтах, то есть можно подстроить под себя, ну и плюс вот 3 дырочки у нас здесь в застежке. Застежка такая, ну, я бы сказал, классическая для Tudor, но не самая удобная, на мой взгляд, потому что, во-первых, нет никакой быстрой системы подстройки, во-вторых, вот это вот ногтем отковыривать, и потом она, несмотря на то, что здесь керамические шарики стоят, все равно она будет достаточно расхлябанная. И вот это вот все время ногтем поддевать, ну, честно говоря, это уже такой прошлый век, я бы сказал, немножечко колхозно, да, и вот этой быстрой подстройки нет, тоже хотелось бы в часах за такие деньги, а они стоят в ритейле, ну, похожие, да, модели там, других цветов, 4400 евро. Немало, да, у перекупов с более там доступных рынков можно их взять где-то за 350 тысяч рублей, но это на момент записи ролика, все, курс может меняться, да. Поэтому как бы не самые дешевые часы, хотелось бы, наверное, ну, у многих будут вопросы, конечно, по вставке на безель, потому что алюминий, да, винтажненько, да, душевненько, но часы дорогие, хочется, наверное, хочется матовую керамику. Ну, кому как, опять же. И по застежке у меня много-много вопросов. Браслет неплох. Браслет гибкий, очень такой прям мягкий, шелковый, с хорошими сочленениями. Но, опять же, в часах за там, 4 плюс тысячи евро мы другого не должны ожидать. И здесь, в принципе, в этом все окей. Единственное, что я бы, конечно, не назвал здесь сатинирование каким-то выдающимся, особенно то, что касается между звеньев. Здесь, конечно, не мешало бы поработать. И вы, наверное, подумаете, что я критикую эти часы, но я все-таки их некоторое время ношу, и есть о чем рассказать. Да. И к тому же у меня был Ranger Tudor, модель, которая у меня была тоже где-то год-полтора года, и опять же, ну там то же самое. Я сравнивал их даже с Сан-Мартином, был такой скандальный ролик на ютубе, и, честно говоря, ну, Сан-Мартин лишь немногим уступает по отделке, хотя, вы сами понимаете, там в 10 раз дешевле по стоимости. Здесь, честно скажу, то же самое. Эти часы это tool watch, да, это часы-инструмент. У них нет супер отделки, у них классный, надежный, как трактор, механизм. Вот это круто, да, это коск, это хронометр, в этом крутость. У них есть история, они хорошо сделаны вот, ну, вот в том плане, что вот как tool watch, да, как какой-то люксовый предмет, это, конечно, нет. Это уже дальше к Омеге, ну и к другим брендам можно обратиться. А если вы смотрите что-то вот в плане Breitling, Zinn, да, вот такие инструментальные tool watch часы, где вы не будете слишком сильно придираться к отделке, то вполне себе можно смотреть на Tudor. И многих он этим привлекает. Такой, знаете, мужская модель, без каких-то прикрас, она вот чисто показывает ваш стиль, ваш внутренний мир на тот момент, когда вы эти часы носите. Но и опять же нужно учитывать, что есть, собственно, российский рынок, да, где ритейл супер оверпрайс, если мы говорим про какие-то магазины, и есть мировой рынок, там тоже китайский, американский, где Tudor это именно вот часы такие, tool watch, это не какой-то люкс, это, ну, это часы просто вот средней такой ценовой категории, где от них чего-то такого фантастического не ждут. Плюс, конечно же, сказался за последние пару десятков лет гигантский пиар на Западе, который резко повысил статус Tudor, и он, может быть, в голове некоторых переходит в какой-то уже там начальный люкс, но на самом деле, вот как я уже говорю, у меня мнение немножко отличается от этого. И это все-таки масс-маркет, да. И поэтому мы здесь, наверное, ничего такого прям вау
от отделки не ждем, особенно по браслету, да и, собственно, по корпусу тоже. Ну что ж, мое запястье 18,5, и вот что мы тут получаем. А мы тут получаем удобную посадку на запястье. Жалко, да, что вот нет, конечно, какой-то системы подстройки. Хотелось бы, потому что иногда рука там потолще, иногда рука поуже, в зависимости от времени года, вечера, дня и так далее. А здесь этого нет, все-таки вот это мне, конечно, здесь явно не хватает. Они тяжеленькие, такие увесистые. Вот если мы говорим про браслет именно под запястье 18,5, ну давайте посмотрим, что тут по весу. Потому что сам по себе корпус, он не маленький, да, он такой угловатенький в нижней части. 170 грамм, как я вам говорил, да, то здесь браслет не полный сейчас, и при этом вес достаточно такой приличный. Так. Ну, антиблика им маленько не хватает, но очень хорошо сделан циферблат. Прям объемные буквы. Накладные меточки, аккуратный люм. Здесь тоже все объемненько. Приятненько, хорошо. Ну вот небольшие, да, видите, на безеле есть царапинки. Это следы носки. Сам безель очень аккуратный. Розочка здесь тоже приятная. Полировка окей, но не шедевральная боковая, сами видите. На ушках, конечно, ну тут слабовастенько. Между звеньями тоже, как говорится, могло бы быть лучше, но, может, я придираюсь. Ну, в общем, вот так. Ну что ж, для часов, которым уже 1,5 года примерно, это прям шикардосик. Ну и что хочу сказать по итогам. Если кому-то показалось, что я снимаю какой-то отрицательный или хейтерский ролик на Tudor и говорю, что вот там покупайте часы там более дешевые, то вы совершенно меня не поняли. Я сказал о том, как следует воспринимать эту модель, как следует относиться, наверное, к отделке той же самой на этих часах и не ждать от них какого-то лакшери-эффекта. Они совершенно про другое, про противоположность. У нас также на рынке почему-то эти часы воспринимают как Rolex для бедных, но, знаете, иногда можно перевернуть эту фразу и сказать, что это Tudor для умных, потому что вы платите в 2-3 раза дешевле, чем за Rolex, а получается ну, плюс-минус то же самое, и как в плане отделки, так и в плане уровня механизма. То есть, собственно, вы экономите большие бабки, которые можно пустить в дело, да, или там как-то на них еще подзаработать вместо того, чтобы купить часы и просто их тупо носить. Поэтому как посмотреть на эту ситуацию? В них есть душевное. В них есть душевное. И когда ты вот не воспринимаешь часы как вот, что не обязательно должны тебе давать что-то в плане какого-то блеска, да, какого-то там вот зализанной супер отделки, и особенно относительно цены, не начинаешь смотреть, что за эти деньги можно было получить вот то-то, то-то там или еще что-то. Вот это вообще не про часы, на мой взгляд. Часы должны вас либо радовать, либо они для вас нейтральны, вы проходите мимо. Вот мое отношение к часам всегда именно такое было. Поэтому это душевное, это интересно, это модель с историей, с классным механизмом. Она простая, да, как, не знаю, как топор в этом плане, но это tool watch. Поэтому если нравится, то почему бы и нет?
по крайней мере, вы можете всегда их примерить, может где-то взять, поносить, и потом уже понять, ваши это или не ваши. Если вы именно, знаете, вот из той категории персонажей, кто пытается на часы копить там год-два, там, может быть, да, что-то откладывать, чтобы вот я получу прям вот по-настоящему что-то такое, то вы, может быть, будете в этом плане разочарованы. Вы можете попробовать что-то более доступное. В таком же дизайне, в похожем дизайне, тоже какие-то Toolwatch, те же Zin можно взять, попробовать. Они все-таки сильно дешевле будут. Может быть, это вообще не ваше, да, может, вы от часов другой хотите. Поэтому я вообще в целом не рекомендую никогда копить на часы, брать только то, что вам по карману. Но и вот Tudor, наверное, в частности. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.